Всем привет! Неожиданно для меня прошлое видео про SteamOS очень сильно зашло по меркам моего канала, поэтому продолжаем вместе с вами разбираться в этой теме. В отличие от предыдущего раза, сегодня будут тесты и сравнения с Windows 10 уже на довольно производительном железе. Про сборку своего ПК я снимал отдельное видео, поэтому кратко пробежимся по основным характеристикам. За графику будет отвечать RX 7800 XT в исполнении Phantom Gaming AT40. Это тяжелая трехвентиляторная дура, которая с трудом влезала в мой прошлый корпус. Процессор 5700X3D от AMD. 8 ядер, 16 потоков, 3D кэш 96 мегабайт. Память 2 плашки от КУСУ, общим объемом 32 гигабайта, на частоте 3600 МГц. Что касается системы. В комментариях под прошлыми видео уважаемые люди попросили указать, что официальная версия, которую я скачал из Steam, это всего лишь очередной дистрибутив, мало чем отличающийся от остальных. Так почему же я остановился именно на нем? Все банально. Когда я начал делать тесты, я просто не знал о других. Меня эта тема обходила стороной до недавнего времени. Я чуть позже попробую альтернативные сборки, когда придет время тестировать компьютер с картой от NVIDIA. Какой дистрибутив ваш любимый, можете поделиться в комментариях. Также в прошлом видео я сказал, что скорость установки зависит от вашего железа. А хрен там плавал. Те же самые 30-40 минут длилась установка. Скорее всего, все будет зависеть от скорости вашей флешки, с которой устанавливается SteamOS. С предисловием покончено. Теперь перейдем непосредственно к тестам. Разрешение во всех играх будет 2К или 2560 на 1440. Начнем с CS2 на минимальных киберспортивных настройках. В таком варианте FPS запредельный на обоих системах, но разница все же есть. Система от Valve немного уступает по статистике среднего кадра, но без мониторинга это будет незаметно. Ставим высокие настройки. Тут уже SteamOS на капельку обходит по среднему FPS, но опять же, вы это не заметите без мониторинга. Третья Lara Croft. Настройки графики максимальные. В среднем по тесту 10-я винда на 4% лучше, но временами, как в сцене на рынке, отрыв доходил до 10-15%. A Plague Tale Requiem. Тут тоже заметно отставание SteamOS. В среднем 8-10%. Silent Hill 2. Те же 8-10% отставания у SteamOS. Для бенчмарка Wukong разницы особо нет, на какой системе запускаться. Отличие на уровне погрешности. Киберпанк. Настройки впечатляющие без лучей. Что в бенчмарке, что на кольце, разница на уровне погрешности. А вот если добавить лучики, то SteamOS сыпется в район 50 кадров. Винда же старается держаться ближе к 60. Ведьмак 3. Запредельный без лучей. Отставание системы от Valve в районе 13-15%. И опять же, если добавить лучи, то еще минус 5%. В Hogwarts Legacy я особой разницы не заметил. В среднем плюс-минус одинаково, что с лучами, что без.
Одни из нас, часть первая. Тут в среднем на процентов 10 SteamOS хуже. Clair Obscure Expedition 33. Хоть и заявлено, что система адаптирована под SteamOS, на самом деле она адаптирована под Steam Deck. Урезали графику до минимума без возможности ее поменять и неотключаемый лог на 30 кадров. Тупо, но как есть. На винде на высоких настройках FPS за 100 кадров. Rust, как любые многопользовательские игры с античитом, не пускает на свои сервера. На этом, пожалуй, закончим с тестами и перейдем к выводам. Если на слабом железе со встройкой мне понравилось, как SteamOS запускает игры, там на этой системе действительно есть смысл, то на довольно мощном железе уже картина совершенно другая, по крайней мере в такой конфигурации. Я слышал, что SteamOS не очень любит, когда и процессор, и дискретная видеокарта от AMD. В этом может быть дополнительная проблема. Я потом протестирую эту же сборку на какой-нибудь альтернативной стимоподобной системе. Или вообще поставлю свою карту в связку с Xeon 2667V4, видео по которым я уже давно задолжал. Может, там дела с совместимостью будет получше. Если будет разница во всех этих вариантах, устрою прямое сравнение. Или просто отпишусь о результатах у себя в телеге. В ближайшее время я планирую сделать видео об Azide, связке с Ryzen 5500 и видеокартой 1060 на 6 гигабайт. Хочется узнать, будет ли от этого толк для такой системы. Что касается моего предложения в прошлом видео, чтобы посидеть недельку на SteamOS или каком-то подобном Linux. Ой, дурак! Я это смогу сделать, как только будет меньше работы. Я использую много специфичных программ, которые есть только на винде. Как их запустить безболезненно из-под Linux, я еще не до конца понял. Альтернатив им просто нет. Не заморачивались люди с портированием. Тем, кто смотрел до этого момента, отдельное спасибо. Подписывайтесь на канал и всем пока.